Боже, закройте, закройте. Это предупреждение? О чем? Может случиться что-то плохое? Всем привет! Вы на канале Спойлеры. Сегодня я расскажу о фильме «Ошибка времени». Финн сидит напротив белого холста в очередном творческом кризисе. Его друг Джаспер, который живет в этой же квартире, предлагает пока согласиться на менее почетную работу. Алло? Здравствуйте, миссис Андерсон. Соседке нужен сантехник. Да, он говорит, что очень рад. Вместе с друзьями живет девушка Финна Келли, которая мечтает о карьере писателя. В результате они образуют трио не самых успешных в жизни людей, которым очень хотелось бы жить иначе. На носу вечеринка, и Финну нужно спуститься в общий подвал, где хранятся стулья, которые им потребуются. В коридоре на полу он замечает чью-то шляпу, прямо напротив двери кладовой с номером 8. Финн решает оставить шляпу на ручке двери. Вернувшись в дом в сопровождении охранника по имени Большой Джо, он непринужденно болтает с ним. А еще я пригласил Большого Джо на вечеринку. И обсуждает будущую вечеринку, как вдруг раздается звонок. Финн, звонил босс, сказал мистер Бизеридес, задал... Оказывается, старик-сосед долго не платил аренду, и есть основания подозревать, что с ним могло что-то случиться. Я пойду проверю мистера Бизеридеса. Келли отправляется его проведать. Он не отвечает на стук, а у двери лежат кипы газет, и она понимает, что с ним действительно что-то случилось. Там все сильно беспокоятся, так что я сейчас войду, ладно? Приходится проникнуть в дом. Пробираясь по темным коридорам квартиры, она попадает в необычное место, которое настолько удивляет ее, что она зовет Финна и Джаспера с собой. В комнате на стене расположено множество фотографий их гостиной. Бизеридес любил подглядывать. Зачем ему снимки пустой гостиной? Финн находит огромную камеру. Жуть. Разбирая фотографии, он натыкается на снимок, где запечатлена упавшая вешалка, и понимает, что такого еще не происходило. Мне это не нравится, как и звук, что она издает. Друзья продолжают бурное обсуждение в доме, но пока не могут прийти к общему мнению на этот счет. Уходя, Келли роняет вешалку. Подходя к окну, чтобы взглянуть на камеру, друзья понимают, что снят был именно этот момент. Прямо как на фото. Камера делает снимки из будущего. Мнения друзей разделились. В то время как Джаспер настроен скептически, Финн и Келли верят, что с этим снимком действительно что-то не так. Им нужно разобраться в происходящем. Это было в прошлую среду, помнишь, когда ты сломал вазу? Четверг, в пятницу мы ушли. Сопоставив снимки, друзья выясняют, что камера всегда делает снимок завтрашнего дня в 8 часов вечера. Так, выходите, мистер Би. Попытки получить больше информации приводят к дневнику, в котором сосед рассказывает, что на одной из фотографий он увидел свою смерть. Несмотря на то, что будущее нельзя менять ни в коем случае, он все равно планирует попытаться. Эта запись сделана неделю назад, и она последняя в дневнике. Джаспер находит фотографию соседа, которая заставляет его принять сторону друзей. Кажется, я знаю, где он. Финн вспоминает о шляпе, которую они видели утром, и компания отправляется проверить, связана ли кладовая с этой странной историей. В кладовой они находят обгоревший труп старика. Костюм при этом оставлен нетронутым. Все они приходят к единственному мнению, что играть со временем действительно опасно. Сосед попытался, но проиграл. Вернувшись домой, друзья спорят о том, как им поступить с этой информацией. Скептик Джаспер внезапно находит интересное преимущество. Какие? Доказывая, что при помощи камеры все они смогут жить так, как они всегда хотели бы. Почему нет? Финн станет художником, Келли писателем, а он сам разбогатеет на ставках. Финн держится дольше Келли и в результате соглашается. Всего на 1 день, ведь всем интересно узнать, что же будет на новой фотографии. Финн уходит с вечеринки, чтобы сделать собственное фото момента с предыдущего снимка и убедиться, что они идентичны. В тот же самый миг, как он получает подтверждение этому, камера выдает новую фотографию. На ней Джаспер изображен с табличкой, на которой указан победитель в забеге, а у Финна, наконец, не пустой холст, а великолепная картина.
Он возвращается на вечеринку в приподнятом настроении и делится находкой с друзьями. Благодаря фотографиям Джаспер выигрывает большую сумму денег. Финн срисовывает новые картины с фотографий, и жизнь друзей становится более благополучной. Однако новая фотография приносит первые неприятные новости. На ней Келли и Джаспер целуются за спиной Финна, пока он работает над картиной. Эта новость буквально убивает его, но предотвратить это никак нельзя. Я сам этого не хочу. В результате они не находят ничего лучше, чем согласиться на требования времени и воплотить то, что показала машина. И я же рядом. И не выгляжу расстроенным. Когда приходит время для поцелуя, Финн оказывается слишком увлечен картиной, и к моменту, как он вспоминает о друзьях, «Хватит!» их поцелуй выглядит слишком страстным для людей, которые не хотели в этом участвовать. Финн, Приведи Джаспера. Ссора Келли и Финна прерывается новой фотографией. На ней Джаспер сидит в гостиной, но не один. Что он делает у нас? Я не знаю. это нормально? Гостя он опознает как букмекера. Пытаясь выяснить, с какой стати букмекеру приходить в их дом, друзья снова ссорятся, ведь любой чужой человек – реальная опасность для их тайны. Я сказал, что не знаю. К сожалению, изменить ничего нельзя. Джаспер слишком нервничает из-за того, что его ждет, и звонит букмекеру сам. Привет, Айван, это Джаспер. У них выходит глупый диалог, в ходе которого букмекер подозревает, что с Джаспером что-то не так. Очевидно, что именно этим звонком он сам и привел Ивана в свой дом. Готовясь к встрече, Джаспер репетирует, как будет защищаться. Это потому, что я позвонил как сраный псих. Финн и Келли покидают его, ведь их не было на фото. Ребята, вы просто супер. Прям настоящие друзья. Иван говорит Джасперу, что у него есть некоторые вопросы относительно того, как это ему удается всегда выигрывать. Играя с его битой, он непринужденно рассказывает о том, как калечил людей, будучи вышибалой. Он разбивает часы и телевизор, угрожает самому Джасперу, и в результате тот вынужден рассказать об источнике, не называя его. Послушай, ты не поверишь, даже если скажу. Финн и Келли возвращаются как раз вовремя, с новой фотографией, и букмекер вынужден уйти. На фото Келли позирует Финну для фото почти обнаженной, в то время как в окне можно увидеть силуэт, который компания характеризует как силуэт Джаспера. Знаешь, Джаспер, тебе пора прогуляться. Получается, ему нужно уйти из дома и оставить парочку наедине. Дождавшись нужного времени, Келли приподнимается на локте и замирает в ужасе, а оказывается, это был силуэт букмекера, а не Джаспера. Ты каждый день будешь списывать результаты с окна на завтра. Теперь они должны поставлять ему фото с результатами скачек. Конечно, никому не хочется участвовать в этом, но друзья вынуждены подчиниться. На кону их жизни. Финн снова испытывает творческий кризис и умоляет Джаспера сделать фото снимка хотя бы на собственный телефон. Иначе он не может рисовать. Джасперу удается сделать это. Он дожидается, пока вышибала отвернется, и быстро фотографирует снимок на телефон, рискуя попасться и расстаться с жизнью. На новом фото картина изображает череп и кости, и без того напуганный Джаспер считает, что это предупреждение о том, что должно случиться что-то ужасное. Расслабься, Джаспер. Друзья пытаются расшифровать послание, но всерьез его воспринимает только Джаспер, который и втянул их в эту сложную ситуацию. Келли и Финн не хотят действовать по чужой указке и ночью обсуждают возможность уехать. Джаспер не собирается сдаваться, он раскладывает оружие во всех стратегических местах, готовясь к завтрашнему дню. И тренируется отбиваться, делая зарубку на полу. Туда нужно установить стул, и тогда он сможет достать сидящего ножом. На следующий день Большой Джо сообщает, что больше не работает охранником, и отдает Финну свою визитку. Его страсть к полицейской форме играет с друзьями злую шутку. Вышибала замечает полицейский жетон, и ситуация усугубляется. Ровно в назначенное машиной время в комнате оказываются букмекеры вышибала, которых весьма интересует общение с полицией. Это же наш бывший охранник.
Друзья пытаются объяснить, что произошло недоразумение, но букмекер не верит, он угрожает искалечить Келли, поднося ее ладонь к овощерезке, и Джаспер вынужден выкручиваться. Почему-то я в этом не уверен. Он лжет, что на новом фото Ивана убьет вышибала, и тот отправляется проверить. В вышибале же Джаспер говорит, что стул надо подвинуть, иначе его застрелят через окно, и так стул оказывается на положенном месте. Умно. Теперь его можно достать ножом. Джасперу удается расправиться с обоими, а тела решено спрятать там же, где уже лежит сосед. Эта ситуация сильно повлияла на друзей. Финн продолжает доказывать, что необходимо уехать. Ты с ума сошел? Джаспер настаивает, что со снимками у них есть преимущество. Келли тоже не соглашается с доводами своего парня. Я пошла спать. Он вынужден спать на диване и потому первым открывает дверь, когда ночью раздается стук. На пороге стоит доктор Хайдекер, Я доктор Хайдекер. которая работала с соседом. Подошедший Джаспер врет, что он съехал, но доктор Хайдекер замечает шляпу и угрожает друзьям оружием. Приходится вести ее к телу своего коллеги. Да. Времени поиметь. Что? В кладовой друзья узнают от нее, что их предположение относительно неизменности времени было глупостью. Сосед умер от радиоактивного газа, а никак не от воздействия неумолимого времени. В доказательство она показывает им фото завтрашнего дня. На нем видно его шляпу и окно, залитое кровью. Но старик уже мертв, а это значит, что фото предрекает ужасное будущее для кого-то другого. Выясняется, что камера делает фото не только раз в день, но подробностей у доктора нет. Я не знаю, так ли это. Убедившись, что женщина не может изменить настройки камеры, Джаспер избавляется от нее. Новое фото содержит что-то еще более неприятное, чем все фотографии до этого. Да покажи ты ее уже. Келли не хочет его показывать, но ей приходится. На фотографии Финн лежит на диване, в то время как Джаспер и Келли занимаются любовью прямо напротив окна. Финн подавлен. Сидя напротив картины, он делится с другом мыслями о том, что во всем виноват он сам. Нам ведь было так хорошо. Прости, бро. Ты ни при чем, я сам виноват. Ведь он купил кольцо уже год назад, но так и не решился сделать предложение, которого она так ждала. Финн задумывается, как можно исправить сложившуюся ситуацию, но его настигает вероломный удар со спины. Он приходит в себя рядом с трупом соседа. Когда я увидел эту коробочку, я понял, что ты все испортишь. Джаспер убежден, что нельзя обмануть время, а значит нельзя дать другу испортить все. Не пытайся поиметь время. Он нужен живым, это правда, но лишь для одной фотографии. Если мне придется накачать тебя наркотиками, чтобы уложить на этот диван, я это сделаю. Бросая ему зажигалку, Джаспер оставляет Финна одного, чтобы подготовиться к воплощению фото. Это дает тому возможность освободиться. Пытаясь найти хотя бы что-то, что может ему помочь, Финн натыкается на фотографии, сделанные стариком раньше, и догадывается, что именно он сам отправил соседа в этот подвал, нарисовав для него подсказку. В кармане соседа он находит ключи и выбирается из заточения. У него уже есть план. Джаспер просыпается от телефонного звонка. Это Финн, угрожающий, что зальет машину водой и новых фото не будет. Он требует позвать Келли и дать ей трубку. Джаспер вынужден подчиниться. Келли, ты меня видишь? Финн рассказывает, что Джаспер сделал с ним, и врет, что Джаспер собирается ее убить. В этот же момент тот наставляет на нее пистолет, подтверждая его слова. Финн понимает, что Джаспер все равно убьет их и предлагает дать ему ехать, оставив взамен камеру, иначе он зальет ее водой. Поторопись, ведро становится тяжелым. Вернувшись в дом, Финн держит Джаспера на мушке, забирая часть денег. Понадобится это. Бери сколько захочешь. Джаспер отвлекает его разговором, хватает клюшку, которая осталась с визита букмекера, и нападает на Финна. Жестокая битва почти переходит в убийство. Джаспер уже занес молоток, который упустил Финн. Но его намерению не суждено реализоваться. Келли обрушивает ему на голову шар для предсказаний. Как ты? Я принесу льда. Да, и нам нужно идти. Финн настаивает, что необходимо уезжать как можно быстрее. Келли показывает ему фото, которое выглядит теперь иначе. На нем место преступления. Им удалось изменить свою судьбу. Я нарисовал это для мистера Безаридеса. Финн должен изобразить картину, которая отразилась на фотографии старика, чтобы не уничтожить собственное прошлое, но в процессе работы
Он осознает, что на самом деле им не удалось изменить ничего. Это невозможно. Эта картина всегда была со мной? Келли старается отвлечь и успокоить Финна, но тот отправляется прямо за ней. Финн видит, что камера делает фото, а это значит, что у нее все это время были и другие фотографии. У нее были подсказки для самой себя, как ей поступить в том или ином случае. И Финн вынуждает ее признаться, в чем дело. Погоди. Она рассказывает, что первые инструкции от нее самой себе она нашла в тот же день, когда пришла проверить соседа после звонка о просроченной аренде. Оказалось, что камера фотографирует в 8 утра и 8 вечера. Келли хранила тайну и посылала послание самой себе. Более того, оказалось, что фотография, на которой они с Джаспером занимаются любовью, была сделана еще месяц назад. Финн не может поверить в то, что Келли не предприняла ни одной попытки что-то изменить, но оправдывается тем, что поверила, будто время нельзя изменить. Она думала, что дает советы самой себе, как удержать Финна и сделать его более вовлеченным в их отношения. И следовала им, не успев понять, как все зашло слишком далеко. Ведь все выглядело так, будто бы ее план работает. Финн раздражен ее поведением и собирается уничтожить машину. Келли убеждает его, что все можно изменить, и угрожает ему оружием. Финн не верит, что она выстрелит, но Келли стреляет. И кровь Финна попадает на стекло точно так, как это было на более раннем снимке. Она убеждена, что ей удастся избежать прошлого, изменив его, и что всего этого никогда не произойдет. Для этого всего лишь надо разместить напоминание самой себе, не попасться у окна с записями. К сожалению, именно в этот момент ее застает Большой Джо, который приехал, потому что получил сообщение от Финна. Что на стекле? Я войду? Когда Большой Джо выводит ее, надпись падает, и попытка Келли вернуть ее на место заканчивается неудачей. Друзья, если вам нравятся наши видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые.